Здравствуйте, друзья, и все, кто посетил мой канал. Сегодня я хочу рассказать вам, почему в Болгарии зимой я замерзаю. Я не хочу никого пугать, но и говорить, что в Болгарии круглый год тепло, комфортно и приятно, я тоже не буду. Здесь бывает зимой холодно. Вот как было сейчас в Бургасе. Температура падала до минус 12 градусов. А чуть дальше от моря, вглубь страны, было еще холоднее. Но сегодня уже чуть-чуть теплее, так что можно пойти погулять. Сегодня еще февраль, но намного теплее стало. Ну, правда, в квартире все равно еще прохладно. А отопления в Болгарии централизованного нет. Вернее, бывает, но крайне редко. И только в больших городах. И только в некоторых старых домах. В Бургасе, например, централизованное отопление есть примерно меньше, чем в 10% зданий. Отапливаются здесь все самостоятельно. Кто чем? В селах у всех есть печки или котлы, которые топятся дровами или пелетами. Об этом я уже делала видео. Если интересно, ссылку на него я оставлю в описании под этим видео. А сегодня я хочу рассказать не только чем и как можно отапливаться в городах, в квартирах, но и о том, что необходимо знать, чтобы на отопление уходило меньше денег и в квартире было теплее. Я рассказывала в своем прошлом видео о том, что у меня в комнате зимой бывает максимум 17 градусов. Сейчас я объясню, почему так и почему я к такой температуре уже привыкла. Ну, во-первых, эту квартиру мы снимаем, поэтому изменить почти ничего не можем. В квартире старые деревянные рамы, и хоть я, где смогла, щели заделала, ну, от окон все равно немного дует. Этаж самый последний, поэтому потолок холодный. Балкон не застеклен. Еще и угловая эта квартира. Поэтому две стены холодные. Хотя сам дом не новый и стены достаточно толстые, но утепления нет. Вы спросите, почему же мы тогда продолжаем ее снимать? Ну, во-первых, устраивает цена, устраивает район. Но даже это не самое важное для нас. Самое важное – то, что у нас есть собака. И снять квартиру с собакой здесь очень сложно. Нам пришлось искать квартиру в течение полугода. Почти все отказывали, когда слышали, что у нас собака. Ну, мы, конечно, искали не задорого, было ограничение в цене, но если бы не собака, вариантов было намного больше и лучше за те же деньги. Но с животными хозяева не хотели. Я не скажу, что в Болгарии люди плохо относятся к животным. Пока я жила в болгарском селе, я именно так и думала, потому что в селах много бездомных собак, и относятся к ним там плохо. Нашу собаку мы тоже подобрали в селе. Шли гулять на озеро и на окраине села увидели еле живого щенка. Вернее, уже не щенка, а скорее подростка. Но он был жутко худой и испуганный. На него было страшно смотреть. И хоть брать собаку мы себе не собирались, но не взять его мы не смогли. А потом из-за работы нужно было переехать в Бургас. Теперь он бургазлиец тоже.
вот мерзнет вместе с нами в квартире. А в Бургасе люди к собакам относятся хорошо. Когда мы гуляем, все его гладят. Ну а то, что не хотят сдавать свои квартиры людям с домашними животными, это неудивительно. Ведь многие собаки и погрызть могут мебель, могут лаять, что соседи будут недовольны. Не все же такие тихие и воспитанные, как наш. Он не лает, не грызет ничего, на кровати диваны не залазит. Он умница. А то, что приходится нам жить в холоде, чтобы не платить бешеные деньги за отопление, ничего страшного, уже привыкли. Чтобы было теплее, я постаралась, как смогла, утеплить стену в своей комнате. Приклеивать я, конечно, ничего не стала, но картоном заложила. А к балконной двери приклеила пенопласт. Ну, а если вы ищете себе жилье в аренду или даже хотите купить, имейте в виду, квартиры на последних этажах всегда намного холоднее. На первых, кстати, тоже холодно, а еще и более сыро. И угловые все квартиры более холодные. А летом на последних этажах еще и очень жарко. Без кондиционера плохо. А с кондиционером это опять же лишние деньги. Желательно, чтобы дом был утеплен. Особенно если дом новый. Потому что в новых домах сейчас стены намного тоньше, чем раньше строили. Обогреваются обычно кондиционерами. Ну, у кого-то просто обогреватели, у кого-то теплые полы. В ванных комнатах тоже часто висит обогреватель. Без обогревателя в ванных комнатах жутко холодно. Хотя у многих я видела ванные комнаты без обогревателя. И стоимость в зимнее время за обогрев, вернее, за электричество, бывает очень разной. Если ваша квартира находится в центре дома, вокруг живут соседи, дом утеплен, окна новые, балкон застеклен, и сторона южная или юго-восточная, то у вас и без отопления будет около 19 градусов. А если, как у нас, этаж последний, квартира угловая, окна старые деревянные, балкон не застеклен, дом не утеплен, то и 150 лев может не хватить, чтобы было 17 градусов. Ну, если вы квартиру покупаете, то еще можно что-то изменить и утеплить. А вот если снимаете, то либо переплачивать за отопление зимой, либо, как мы, привыкать к холоду. Пишите в комментариях, что вам еще интересно узнать. А я на сегодня прощаюсь с вами. Всего вам доброго. Всем пока.